Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». Я Светлана Пикта, и с нами на связи Борис Леонидович Марцинкевич. Здравствуйте, Борис Леонидович. Всем добрый день. Для Украины сложилась угроза быстрой потери Покровска. Российская армия до Покровска осталась не более 2 километров. До шахтоуправления Покровская, где добывается основная часть угля для промышленности, еще меньше. Потеря Покровска обернется экономическим коллапсом. Сырье для ВПК сейчас готовят только там. Борис, насколько ценен вообще Покровск? Тут еще тонкий момент, надо отличать интересы господина Ахметова и интересы киевского режима, они все-таки не на 100% совпадают. Да, металлургия Украины – это предприятие Ахметова, да, коксующийся уголь почти полностью ушел из Покровска. Очевидно, что коксующийся уголь можно найти в любых других местах. У нас уголь, напомню, одна из самых распространенных горных пород, так что найти можно. Вопрос, за какие деньги, в какие сроки. Но с учетом того, что Ренат Ахметов, ну, мягко будет сказано, не вчера родился, наверняка вот эти варианты, где подстраховаться, где взять коксующийся уголь, он уже нашел. Мы снова возвращаемся к тому же вопросу о логистике. Пока работают порты, полностью остановить будет невозможно. Что касается металлургической промышленности Украины, в отличие от металлургической промышленности России, у них на подъеме у нас снижение объемов производства ожидается по итогам года на 10%, у них рост на 20%. Правда, надо учитывать то, что в 2022 году произошел обвал пополам, в половину. Но за 23-й, за кусок вот нынешнего 24-го года 10-15% оба года восстановление идет. Сейчас не исключено, что удастся остановить. Для чего нужна сталь, для чего нужен чугун, в нынешней обстановке, надеюсь, объяснять никому не надо. Да, Покровск – это больно, это неприятно, это и большие проблемы для логистики. Но, тем не менее, пока работают порты, пока есть возможность принимать угольные балкеры, эта проблема решаема. Другой вопрос, за какие деньги, но с учетом того, что умеет делать руководитель 95-го квартала, съездить в какие-нибудь Соединенные Штаты и развести старичка на деньги проблем не составляет. Вот сейчас, правда, старичок может поменяться, у этого деньги будет сложнее высыганивать, но есть же еще всевозможные Макроны, Шульцы и же с ними. То есть финансовые проблемы киевский режим известно как решает, и если не все положить в карман, а немножко все-таки потратить на то, чтобы закупить уголь для Ахметова, то проблема, к сожалению, решаема. До той поры, пока работает порт Рени, порты в Одессе и рядышком, не исключено, что и Николаевский порт работает, железная дорога из Польши в полной исправности, как сующегося угля у Польши нет, но есть возможность получать морем и отправлять железной дорогой. Так что сказать, что произойдет нечто глобальное, да, будет неприятно, да, все производство станет очевидным образом дороже, но тем не менее. То есть через порты можно отправить достаточный объем угля для сталелитейной промышленности. Конечно. Если Это в порту все в представляет порядке, проблему, то да? если в порту все в порядке, значит все в порядке. А допустим, минус. Просто чуть дороже. Да, а если минус порты, ну давайте подозируем. Ну вот, так случилось. Ну, Ну мы только как? что рассматривали. Порты – это возможность получать любые энергетические ресурсы в том объеме, который позволяет как-то там удерживать штаны на уровне. Это и горюче-смазочные материалы, для чего необходимы, понятно, для работы передвижных электростанций, для всего, что мы видим на линии боевого соприкосновения поставки угля, это, соответственно, продолжение работы металлургической промышленности. Напомню, что в 2021 году объем производства был порядка 7,5 миллионов тонн. На подконтрольной Киеву территории обвалился практически пополам. По итогам этого года ожидалось, что вернется где-то к 6 миллионам тонн. Удастся, не удастся, ну, посмотрим. А где сейчас остались комбинаты сталелитейной промышленности на территории Украины? Где эти точки находятся? Кривой Рог, Это Кривой или Рог. как они его там сейчас называют, Кременчуг.
Крапивницкий, по-моему, я уж не помню. Нет, не Ну, вот это Крапивницкий. народное творчество, там Я уже уже, сложно я уже следить. запуталась в этих переименованиях, честно говоря. То есть Я иногда это просматриваю украинские сайты с некоторым удивлением, читаю сообщения о каком-нибудь дорожно-транспортном происшествии на пересечении улицы Бандеры и Леси Украинки. Звучит прекрасно. 5 из 9 атомных энергоблоков снизили мощность генерации в результате удара по украинской энергосистеме. Напомним, что это произошло в пятницу 13-го, сразу после того, как Зеленский захотел переговоров с Россией с позиции силы. После последних ударов России по Украине без света одновременно оказались половина населения Незалежной. Об этом как раз заявили в Укрэнерго. Борис, в каком состоянии энергосистема Украины? Как может быть решен вопрос нехватки электроэнергии и не погрузится ли Украина во мрак, как многие предсказывают? Ну, давайте по порядку. Вот первый тезис, что снижена мощность атомных электростанций после воздействия силового на энергосистему Украины, нет, неправда. Нет, неправда, потому что это распоряжение МАГАТЭ о том, что у нас некие летающие предметы двигаются в сторону мест расположения атомных электростанций, становится известно достаточно быстро. Мы не в каком-то черном ящике работаем. Распоряжение МАГАТЭ и снижение мощности. Это профилактика. Профилактика по той причине, что если будет остановлена работа подстанции, то не будет возможности выдавать мощность, соответственно, надо будет ее снижать на ходу. Алгоритм действий, мягко будет сказано, выглядит иначе. Если известно, что ожидается нанесение повреждений, то профилактически снижена мощность. Если выясняется, что оборудование работает, мощность просто поднимается и все. В том случае, если повреждения действительно нанесены, ну, соответственно, будут ждать, пока ремонтники свое дело сделают. Так что, еще раз, это профилактические действия совершенно оправданные, как любой ядерно-радиационный объект, атомная электростанция требует своего алгоритма работы. Пока данных о том, что восстановлена работа на полную мощность, не поступало, очевидно, все-таки какие-то повреждения подстанциям были нанесены. Из того, что известно более или менее точно, в очередной раз, по-моему, в течение всех 2 лет идет работа по Бурштинскому энергоострову, так называемому, ну, по самой Бурштинской ТЭС, крупный объект, 12 блоков, 2 года находится под ударами, 2 года ее уверенно ремонтируют. Проблема в том, что, ну, во-первых, площадь занимает порядка 140 гектаров, то есть это, мягко будет сказано, очень немаленький объект. Вопрос второй, чему можно нанести урон так, чтобы она вообще остановилась? Это либо машинный зал, но тогда требуется отнюдь не мопеды, не какие-то там цветочные изделия, а что-то куда как более серьезное, потому что капитальное строение строилось в советские времена со всеми вытекающими отсюда. То есть пробить там все эти перекрытия отнюдь не так просто. Либо система вывода мощности. Система вывода мощности занимает большую площадь. Там, если что-то и может сработать, это кассетные боеприпасы. Но, разумеется, у нас информация о том, что применялись именно они, никаких нет. Тоже, на мой взгляд, логично. Верить той информации, которая поступает с Украины, тоже не приходится. Если посмотреть на те сообщения, которые дают на официальных сайтах энергокомпании, немножечко был расширен график отключений, по часу добавили для всех групп, а сейчас это отменили. То есть более или менее тот же режим, который был до пятницы 13-го. Единственное изменение, которое видно невооруженным глазом, это Одесса и область. Видимо, там пришлось наибольший урон. Там 2 подстанции, там связь с Молдавией. И не исключено, что меняет режим работы Приднестровья и Молдавия. Причина известна. Там и там объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике, в экономике. Не исключено, что перешли на режим какого-то экономного использования газа с тем, чтобы снизить объемы поставки электроэнергии
вовне, экспорт электроэнергии. Хотя на самом деле связи между Молдавией и Украиной, между Молдавской Советской Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистической Республикой настолько плотные, что это проще считать одним энергорайоном. Напомню на всякий случай, что расстояние от Кишинева до Одессы что-то там около 100 километров. В принципе, был один энергорайон, ну, теперь вот сложности какие-то есть. Объем экспорта из Европы на Украину не менялся. Не исключено, что это связано прежде всего с тем, что происходит сейчас в Европе. Европа испытывает трудности. Наиболее развитый регион планеты в те дни, когда нет ветра, у него проблемы с электроэнергией. Видимо, потому что очень удачно прошла зеленая революция. Напомню, что та же Румыния поставляет излишки только ветровой генерации. То, что у нее есть из традиционной энергетики, работает на Румынию. Будем продолжать ожидать, что там услышим, увидим. Судить по каким-то фотографиям, которые в интернете появляются, еще почему-то подробностей никаких нет. Съемки всегда со стороны, с большого расстояния, так что пока сложно понять. То, что мы видим, это сложность в Одесской области. У всех остальных режим временных отключений был изменен буквально на один день, и начиная с воскресенья уже в обычном режиме работа идет. А теперь для Украины есть такие оптимистические заявления. Например, в июне Зеленский пообещал восстановить потери мощности украинской генерации до конца года. Насколько это вообще реально? Вот Украина должна была получить оборудование для генерации электроэнергии. Вот конец года близится, а Германа все нет, как говорится. Обещать не значит жениться, но есть и такое соображение, что это могут быть передвижные дизельные электростанции, и отследить, где они появляются, где они не появляются, ну, крайне сложно. Они, в принципе, достаточно компактные, чтобы убрать их внутрь производственных помещений, и производство будет продолжать работать. Может быть, конечно, не на том уровне, как штатно, но, тем не менее, отследить вот все эти маленькие железячки, которые перемещаются по территории подконтрольной Киева, он достаточно сложно. Так что, если мы в обычной военной терминологии, то нефтепродукты. Вот, собственно говоря, то, что обеспечивает ведение боевых действий в любых условиях, то, что обеспечивает не только транспорт, но и работу электростанции в том режиме, который сейчас возможен. Понятно, что если есть поломка на гидроэлектростанциях, на теплоэлектростанциях, каким-то образом компенсировать потерянную мощность можно, но точечно. Не в том объеме, в котором есть, но то, что им необходимо, то, что они считают необходимым, а поскольку до населения там, по-моему, дела особо никому нет, есть подозрение, что вся эта передвижная энергетика работает на то, чтобы обеспечивать военно-промышленный комплекс. То есть на самом деле все дело не в заботе о потребителях, там, да, не о мирных жителях, а о том, чтобы прежде всего обеспечить фронт, и для этого и были сделаны такие заявления, и надежды такие питались, да? Да, при этом у нас ноль информации о том, что поступает из оборудования из Европы, может быть, даже из Соединенных Штатов. Все-таки передвижные дизельные электростанции – это настолько не фокус, что могут и поставлять. И единственный радикальный способ добиться того, чтобы это не работало, это логистика, морская логистика, речная логистика. Напомню, что и речные порты имеются. На границе с Румынией можно обеспечить поставки горюче-смазочных материалов и, соответственно, по железной дороге из Польши. То есть, если решать вопросы с портами и с тоннелями, тогда да. Поскольку вопросы с нефтеперерабатывающими заводами на территории Украины киевские власти решили самостоятельно. НПЗ и так не работали. Спасибо, Борис Леонидович. Друзья, до новых Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.